Домашняя кошка приняла двух тигрят как своих детей. Но спустя годы произошло нечто, что поразило всех, даже опытных работников зоопарка. Алексей жил в одном городе России и часто отправлялся в путешествие к близлежащим горам, где разбивал лагерь и проводил несколько дней наедине с природой. Для него кемпинг был не только развлечением, но и возможностью отдохнуть от напряженной работы. Он трудился в сфере финансов и большую часть времени проводил в суете. Звонки, отчеты, постоянное давление. Тишина и уединение помогали ему забыть обо всем этом. Однажды, проводя выходные в лесах Сибири, Алексей сидел у костра и вдруг услышал странный, пронзительный звук. Он много раз бывал в этих местах, но никогда не слышал ничего подобного. Заинтересовавшись, он отправился на поиски источника звука. Из-за густого леса и особенностей местности было трудно понять, откуда именно он доносится, но вскоре Алексей все же нашел его источник. Перед ним лежали два крошечных тигренка. Они были совсем маленькими, слабыми и выглядели беспомощными. Первой мыслью было помочь им, но он понимал, что рядом может находиться их мать. Не желая рисковать, он сначала решил оставить их на месте. Однако время шло, а тигрица так и не появлялась. Малыши становились все слабее, и Алексей понял, что без помощи они не выживут. Он собрал вещи и забрал тигрят с собой. Когда Алексей вернулся домой, его встретила кошка по кличке Принцесса. Она была ласковой и уже не раз приносила котят. Алексей очень любил ее, и она помогала ему расслабляться после тяжелых рабочих дней. Увидев тигрят, принцесса сначала удивилась, но быстро проявила интерес. Алексей начал кормить малышей, а кошка внимательно наблюдала за происходящим. Вскоре она подошла к тигрятам и начала осторожно с ними взаимодействовать. Казалось, у нее проснулся материнский инстинкт. С этого момента принцесса стала заботиться о них, как о своих собственных детях. Она вылизывала их, играла с ними, следила за тем, чтобы они ели и чувствовали себя в безопасности. Под ее опекой тигрята быстро окрепли, набрали вес и стали активными. Со временем они выросли. Тигры стали намного больше и сильнее. Принцессы, но она продолжала относиться к ним как к котятам. Если они начинали играть слишком грубо, она вмешивалась и успокаивала их. Алексей часто с улыбкой наблюдал, как его маленькая кошка управляет двумя крупными хищниками. Но однажды стало ясно, что так продолжаться не может. Тигры выросли слишком большими, начали портить вещи в доме, а их содержание требовало все больше средств. Тогда Алексей принял трудное решение – отвезти их в зоопарк, где о них смогут позаботиться специалисты. Прощание было тяжелым. Алексей чувствовал грусть, а принцесса будто тоже понимала, что происходит. В зоопарке тигров приняли с радостью. Для них уже был подготовлен просторный вольер, максимально приближенный к естественной среде. После этого Алексей больше не навещал тигров. Прошли годы. Принцесса состарилась и серьезно заболела. Ветеринар сказал, что лучшим решением будет усыпление. Алексей с трудом согласился, но перед этим решил исполнить последнее желание – отвезти ее к тиграм. Он приехал в зоопарк и подошел к вольеру. Тигры посмотрели на него, но не проявили особого интереса, словно он был обычным посетителем. Алексей почувствовал разочарование, но затем он достал принцессу и показал ее тиграм. В тот же момент все изменилось. Тигры оживились, их поведение резко изменилось. Они явно узнали ее. Они подошли ближе, внимательно смотрели и тянулись к кошке. Принцесса тоже потянулась к ним, как к своим детям. Это была трогательная встреча. Несмотря на прошедшие годы и то, как сильно изменились тигры, связь между ними осталась. Эта история показывает, что настоящая привязанность не зависит ни от времени, ни от различий между видами.